Добрый день, дорогие пекари! Сегодня третья серия моего мини-сериала об опаре Бига. Ссылки на первые две части я оставлю в описании. В первой части я показала, как приготовить опару Бига, как ее применять. Во второй части я показала, как ее применять совместно с закваской. А в этой части будет как применять опару Бига, уже опавшую, перебродившую, вместе с небольшой порцией дрожжей. То есть этот хлеб полностью дрожжевой. И он получается такой замечательный, мягкий, с хрустящей корочкой. Давайте приступать к рецепту. Не забудьте поставить лайк и обязательно подписаться на канал, потому что у меня здесь очень много рецептов разнообразного хлеба и другой выпечки. Сегодня я вам покажу еще один способ использования опары Бига. Это будет новый рецепт. Для него я взяла муку твердых сортов пшеницы. С ней всегда получается очень вкусный хлеб. Насыпаю муку в миску, 120 граммов ее. Добавляю цельнозерновую пшеничную муку селяночка, 130 граммов. И добавлю высший сорт муки. Можно взять первый, если вы хотите, 250 граммов. Всего муки 500 граммов. Перемешиваем мучную смесь, доводим до однородности. Берем воду. Вода нужна холодная. Здесь у меня вода обычная из-под бытового фильтра. Плюс я добавила лед и дала ей охладиться. Воды 400 граммов. Вливаем. И дальше нужно замесить тесто. Это будет классический аутолис. В классическом его понимании. Без разрыхляющих компонентов, без соли, без дрожжей, без закваски. Только мука и вода. Замешиваем тесто. Замесили. Убедились, что нет сухой муки. Накрываем крышкой и оставляем как минимум на 2 часа в прохладном месте. Можно оставить при комнатной температуре 21-24 градуса. Можно оставить похолоднее от 17 до 20 градусов. Какие у вас есть возможности. На 2-4 часа. Я оставлю на 2 часа. Через 2 часа возвращаемся. Прекрасно. Тесто мое помягчело. Здесь у меня Бига, которая снова простояла несколько дней. Видите, она такая опавшая, большие пузыри, но она не поднявшаяся шапка, она бродит хорошо. Для того, чтобы снова активировать Бигу, видите, она опавшая уже, берем 3 грамма дрожжей и 20 граммов воды. Отправляем дрожжи в воду, даем дрожжам в воде разойтись, вилкой перемешиваем, выливаем их сюда и добавлю Бигу. Снова хочу не всю, снова я часть оставлю. 100 граммов я оставлю, 160 я добавила сюда. Теперь самое сложное — это замесить тесто, которое у нас прошло аутолис, с тестом, который из себя представляет Бига, и с вот этой водой. Самый простой способ замешивать такое влажное тесто — это вот так вот его помять пальцами. Затем можно оставить на 2-3 минутки и снова помять пальцами. Так вода впитается. В принципе, можно еще более влажной сделать. Еще граммов 10 воды. Смотрите, вода сразу не впитывается, поэтому беру крышку, накрываю и даю постоять несколько минут. Тесто постояло у меня минут 10. Вода практически вся вошла. Смотрите, какое влажное тесто. Дрожжами пахнет. До этого я делала сюжет с закваской. Там абсолютно не было запаха дрожжевого. Здесь я дрожжи добавила. Дрожжами пахнет. Можно, в принципе, добавить и граммулечку дрожжей. Там полграмма, может быть, или грамм. И тогда подольше просто его выбраживать. Можно сделать и так, если вы хотите. А можно сделать так, как я. И тогда тесто будет побыстрее бродить. Тесто влажное, поэтому замешиваем его отбиванием. Смотрите, мне часто говорят, почему тесто липкое. Как с ним справиться? Смотря что вы с ним делаете, да? Вот вы с ним там что-то делаете, месите. Смотрите, как оно прилипает к рукам. Если у вас тесто прилипает к рукам, это значит, вы не умеете его замешивать, вы не умеете с ним обращаться. Учитесь его отбивать, и тогда тесто совершенно не будет прилипать к рукам. Сильно его перемешивать не нужно. Вот буквально раз 10-15 ударили. Оставьте на 2-3 минутки. Полежало тесто пару минут. За это время я смазала миску маслом. Смотрите, оно когда липкое и жидкое, оно, конечно, прилипает к столу. Не отрывайте его, подхватите его скребочком, отделите и сделайте еще несколько движений. Все, достаточно. Отправляем его в миску и оставляем минут на 20-30. Сделаем обминочку. Через 20 минут к тесту возвращаемся. Слегка увлажняем
стол, смачиваем водой. Меня, кстати, часто спрашивают, чем вы смачиваете, маслом или водой? По-моему, маслом смазывают, а смачивают водой. Поэтому, если я смачиваю, то это вода. Если это масло, то я говорю, что я смазываю. Растягиваем тесто в пласт. Не совсем ламинирование, это скорее растягивание, складывание. Приятная текстура у теста за счет цельнозерновой муки. Интересная мука, мне нравится. Заворачиваем навстречу, натягиваем на себя, заворачиваем, натягиваем, от себя заворачиваем. Только не перетягивайте и не рвите тесто. Оно уже заметно начало бродить. Оставляю его еще на 20 минут. Прошло 20 минут, попили чай, помыли посуду и делаем еще одно растягивание. Смачиваем стол, выкладываем тесто. Смотрите, какое оно послушное и эластичное. Класс. Очень приятное в работе тесто. Просто шелковое. Можно посильнее потянуть, если хотите. Можно сделать как ламинирование. Можно сделать обычное растягивание, складывание конвертом. А здесь просто вот такое хорошее, красивое растягивание. Смотрите, какая эластичность. Потрясающая. Супер. И оставляем еще на 20 минут. Возвращаемся к тесту еще через 20 минут. Да, у меня тут приключилась такая история. Я забыла добавить соль. И вспомнила об этом уже после обминки. В общем, я взяла 10 граммов соли экстра, самого мелкого помола. Разбавила в минимальном количестве воды. Прям вот чуть-чуть водички и вылила сюда же. Вот вы сейчас видите воду. Я думаю, что частично соль впиталась, частично мы ее сейчас впитаем. Как мы это сделаем? Да, не засняла, как я добавляла. Вот как соль добавила, сразу тесто стало не таким эластичным. Сразу видно, как соль делает крепче клейковину. И тесто, видите, как стягивается в серединку. Так, вот тут у меня остатки воды с солью. Распределяю. То есть, если вы вспомнили уже на этапе складывания, даже в финале, что не добавили соль, берете самую мелкую соль, экстру, разбавляете минимальным количеством воды, чтобы сильно не добавлять влажности тесту, и аккуратными движениями туда эту соль впитываете, скажем так. Здесь вот эти вот волокна, это как раз из-за того, что я добавила соль, стало жестче. Складываем. Ой, такое тесто приятное в работе, потрясающее. И вот так вот рулетом заворачиваем. Бродит оно хорошо, активно. Я оставлю его еще на часок. И потом будем формовать. Смотрите, какое упругое, шикарное тесто. Обязательно накрываем крышкой, чтобы не заветривалось. Я буду делить тесто на две части, поэтому взвешиваю его. Подпыляю муку на поверхность и на стол. Муки не должно быть слишком много, нужно просто легкий подпыл, чтобы тесто не прилипало. И смотрите, какое оно шикарное. Красота. У меня будет 2 хлеба весом по 550 граммов. И теперь, как мы знаем, нужно сделать предформовку. Весь срезанный край мы заворачиваем внутрь. Как резиновое. Шикарное тесто. И чтобы у нас отлежка прошла и не прилипла заготовка, чуть-чуть муки на поверхность. Накрою миской пока минут на 10 и подготовлю расстоечные корзинки. Через 10-15 минут возвращаемся. Снова легкий подпыл муки. Берем нашу заготовку, убираем лишние пузыри. Это называется деагазация. Чуть-чуть ее растягиваем. Набрасываем клапан. Набрасываем второй. И сворачиваем рулетиком. Натягиваем. Затянули шов. Берем корзинку и укладываем. На этот раз укладываю швом вверх. Точно так же формуем второй. 2 хлеба у меня готовы. Учитывайте, что дрожжевой хлеб растаивается очень быстро, 30-45 минут, поэтому можно прямо сейчас включать духовку на прогрев и будем с вами выпекать. Духовку прогреваем до 250 градусов. Расстойка у меня заняла 45 минут. Смачиваю руку, буду выкладывать на руку. Здесь шов. Здесь у меня пульверизатор. Сбрызгиваю поверхность и опрокидываю на слой кунжута черного и белого. И теперь перебрасываю на бумагу. Оп. Готово. Можем мокрыми руками еще добавить кунжута там, где его мало. Берем острое лезвие. Важно, чтобы оно было острое, потому что тесто у нас влажное. И стараемся сразу провести
линию разреза. Все, у меня разогрета духовка, разогревается моя гусятница. Температура 250. Выкладываем, накрываем и отправляем на 15 минут. Прошло 15 минут, снимаем колпак. Ох, какой красивый хлеб. Уже уменьшила температуру до 210, отправляю допекаться примерно на 20 минут. Первый хлеб у меня испекся. Сейчас снова подогреваю духовку до 250 градусов. Буду печь второй. А этот выкладываю на решетку и буду ждать полного остывания. Очень красивый хлеб. Очень красиво он раскрылся. Пускай он остывает. Хлеб остыл. Смотрите, какой легкий, хрустящий. Корочка тонкая, красивый. Конечно, резать было тяжело, но все равно он красиво, широко раскрылся. Немного яркое солнце у меня тут светит, пересвечивает. Надеюсь, вам все хорошо видно. Давайте разрежем и попробуем. Очень хрустящий. И смотрите, какой классный мякиш. Великолепный. Легкий такой оттенок запаха дрожжей. То есть явного яркого запаха дрожжей нет. При этом я использовала муку твердых сортов пшеницы. Она дает нежный мякиш, она дает очень приятный вкус. Попробуйте ее использовать. И здесь я еще добавила цельнозерновую муку. Видно точки от рубей. Замечательный мякиш. Видите, тонкая корочка, структурный крупнопористый мякиш. Ну и давайте попробуем. Запах дрожжей минимальный в этом хлебе. Его практически нет. Я всегда резко ощущаю запах дрожжей. Смотрите, какой классный мякиш, упругий. Корочка с кунжутом, конечно, вкуснейшая, тончайшая. И вкус кунжута – это всегда успешно. Попробую сам мякиш, чтобы понять, есть ли вкус дрожжей. Нет, во вкусе я дрожжей не ощущаю совершенно. Очень приятный сладковатый мякиш, упругий, при этом не сухой. То есть такой замечательный вариант для тех, кто пока не освоил закваски. Хочет печь домашний хлеб, готов печь на дрожжах, но с использованием их минимального количества. Это прекрасный выход. Я надеюсь, вам этот эксперимент с 3 рецептами на Биге понравился. Поставьте лайк этому видео, пишите комментарии, присылайте свои шедевры ко мне в Telegram. Ссылка есть в описании. Ну и давайте с вами продолжим печь, испечем еще много всего интересного. Зовите друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше.